Всем привет! Сегодня хочу познакомить вас с моим новым ежедневником и больше показать обзор именно на этот вариант Moleskine, потому что я не знала, что у Moleskine появились вот такие вот толстенькие варианты. В общем, расскажу об этой модели, расскажу о своем планировании, которое не сильно поменялось, но кое-какие изменения там все-таки произошли, а еще объясню, почему ушел мой основной ежедневник, который я заполняла буквально 9 месяцев назад, ну, по-моему, в начале этого года, вот этот, и говорил о том, что он будет единственный, неповторимый на всю жизнь, потому что он же такой не заканчивающийся, ну, то есть он на кольцах, можно дополнять, бесконечно дополнять, вписывать, доставать, в общем, у меня тут куча пустых мест осталось. Но суть в том, что где-то тут был новый месяц, который текущий. Вот, смотрите. Как бы признак того, что вам ежедневник не подходит, вы к нему не обращаетесь. То есть у меня куча здесь каких-то пропусков началось. Ну, то есть мне не хотелось его заполнять. Но вот как-то так. При всех его абсолютных плюсах, потрясающих качествах, то, что вот он можно дополнять разными вариантами, линовками, клетками и так далее. Но я себе в какой-то момент честно призналась, что я всегда хотела Moleskine. У меня когда-то был, по-моему, 2 раза. У меня один в твердой обложке, один в мягкой обложке, был такой розовый. Я показывала все свои ежедневники, я вставлю здесь видео. И это был самый потрясающий, удобный ежедневник, которым я хочу пользоваться дальше. И потом я решила в какой-то момент, что Moleskine слишком дорогие, и я хочу поискать бюджетную альтернативу. В итоге, пока я искала бюджетную альтернативу Moleskine, я столько денег потратила, что я бы могла на эти деньги купить просто тонну Moleskine, и при этом я не получала такого удовольствия, как от пользования Moleskine. При всех его очевидных минусах, которые я сейчас расскажу, вот тактильно он мне больше всего нравится. То есть мне доставляет удовольствие планировать именно там. При том, что я в принципе люблю планировать, но именно Moleskine стал, к сожалению, моей любовью в сердечке, которую не выгнать. В итоге я себе в этом честно призналась, купила Moleskine, и вот обнаружила, что здесь есть вот такой вот вариант. Это мягкая обложка, это soft cover. Вот, я как раз взяла классический, это, кстати, в классическом цвете, но и черный достаточно классический. Вот, смотрите, сравните их, насколько. Ну, здесь как бы говорится о том, что здесь 400 страниц, а здесь 96 или 98, что-то такое. Ну, то есть ровно в половину больше, и, как вы видите, видимо, все-таки в половину больше. Вот, этот, кстати, у меня был в линейку, насколько я помню, да. Но все-таки для ежедневника в линейку не очень удобно, если честно. Для ежедневника я брала до этого точку. В этот раз я взяла клетку, потому что на клетку была очень вкусная скидка. Потому что, в принципе, вот этот ежедневник стоит в 2 раза больше, чем классический. Но у меня там попало случайно на очень хорошую скидку, и я не смогла себе в этом отказать. Так вот, это классический Moleskine, или Moleskine, я Moleskine все-таки говорю, с классическим вот этим кармашком, резиночка. Единственное, что я бы резиночку хотела бы немножко поплотнее, потому что до этого я пользовалась лёйтрумами, у которых более такая плотная, толстая резинка, а здесь как-то, ну, так себе. Вот, еще, кстати, хочу сказать о том, что здесь было изначально 2 вот таких вот закладочки, ну, типа того, что он толстый, надо как-то больше размечать, но я и в лёйтрумах, в которых тоже 2 закладки, всегда вырезаю одну закладку, потому что она мне не нужна объективно, мне как бы вообще бессмысленно. Вот, здесь, ну, как бы вот классический значок, все. Единственное, что у меня до этого не было черного, и черный оказался жутко марким, просто катастрофически. Вот сейчас я намазала руки кремом перед видео, и я чувствую, что у меня тут уже все в жирных отпечатках моих рук. В общем, потому что вот с бежевым ничего не происходит, с розовым тоже ничего не происходило такого. А здесь прям жуткая жуть. И здесь я ручку, по-моему, ну так, защипнула, короче, на клипсе, на вот этой классической. Здесь все прогнулась, но так, в общем, я думала, что я не буду его никакими там наклейками, ничего не делать, но чувствую, что буду на самом деле, потому что здесь какая-то помарка, здесь что-то прицепило. Когда я его ношу в рюкзаке, тоже все отпечатывается. В общем, все-таки черный цвет, он, конечно, классический, но не особо удобный оказался. Вот, следующий вопрос по поводу именно ежедневника. Вот, кстати, в комментариях был вопрос о том, что когда ты его открываешь, он как бы вот, как бы слишком
слишком большое расстояние, и когда вы пишете, у вас, получается, видите, как прогибается. Прогибается сюда, и это типа неудобно. На самом деле, да. Вначале это просто катастрофа. Ну, как видите, вот как сильно оно прогибается. Ну, то есть у вас такое расстояние гигантское получается. И, ну, я как бы предполагала это дело, и когда я долго планирую, я просто подкладываю сюда какую-нибудь книжку или записную книжку, что-нибудь такое, чтобы, ну, как бы выровнять просто этот вариант. Но когда я буду на серединке, здесь вообще все будет прекрасно, замечательно и гиперудобно. Вот. Бумага здесь классическая, 70 грамм на квадратный метр, то есть она достаточно темная, тонкая. Она плохо выдерживает вообще любые манипуляции с собой. Сейчас я покажу, может быть, будет заметно. Вот как перенеслось. Это вот с другой стороны у меня это habit tracker типа мой. Ну вот, просто смотрите, что произошло. Но суть в том, что я люблю этот эффект, я обожаю этот эффект, когда вы пишете, и вот здесь такой рельеф появляется, то есть когда вот можно прикрыть и увидеть, где уже написано что-то, где еще не написано. То есть бумага искажается, бумагу ведет, тем более, что вот сейчас я вам буду показывать, и никаких хайлайтеров я вообще не использую, только цветные ручки. Но всю бумагу уже немножечко покоробила. Это вот если вы любите прям гладкую бумагу, лучше Lightroom брать, потому что там все-таки поплотнее бумага, там так понадежнее все это дело, а здесь как бы нет. Здесь очень тонко, вот для любителей более, знаете, такой тонкой фактурной бумаги, которая вот искажается под твоими руками, все проступает. Ну вот я люблю вот эти моменты, когда можно провести, ты чувствуешь такой рельеф, тем более, что я пишу с очень большим нажимом, я это еще в школе поняла, но по-другому я не умею, я так научилась, возможно, из-за того, что я очень стараюсь, ну, я левша, и в свое время я очень старалась красиво писать, потому что зачастую левши не очень красиво пишут из-за нашего расположения руки. Вот, и я очень сильно давлю. И в итоге можно здесь прощупать, даже несмотря на лист, ты поймешь, где здесь что написано. Можно даже, наверное, по буквам как-то восстановить все это дело. Так что у Moleskine, конечно, достаточно тонкие страницы. Здесь, конечно, можно какими-то хайлайтерами выделять, но не знаю, мне как-то не хочется. Мне вот очень нравится такой минималистичный дизайн, в том плане, что у меня черный Moleskine, у меня черная ручка, больше ничего, только вот вставки там цветными ручками немного, там, где это нужно. И все. И в этом есть какая-то прелесть, потому что я думала дополнять какими-то наклейками, даже что-то смотрела, но вообще не захотелось. Ну вот здесь у меня единственная вставочка. Но сейчас я об этом подробнее расскажу. Вот, поэтому новый Moleskine, я не знаю, насколько он потрясающе новый, но для меня это было открытие, честно. Я не знала, что вот в этом формате, в мягкой обложке, он такой вот будет такого формата. Еще, кстати, по цветам вот эта модель, в бежевом ее нету, как маленького, но в маленьком, кстати, ну вот в этом классическом размере появился яблочно-зеленый. Я на самом деле хотела его взять, но он есть только в линейку и пустой, насколько я помню. Ну, в общем, такой выбор не очень, но они начинают как бы расширять линейку. Вот если бы он был яблочно-зеленый, вообще бы цены ему не было. Этот есть классный, красный и, по-моему, темно-синий, потому что из тонких тоже есть еще, знаете, такой голубой, лазурный какой-то такой, в общем. А вот этих всего 3 есть. Темно-синий, красный и черный. Поэтому я взяла черный, потому что я красный, в принципе, не особо люблю, сильно яркий. Но хотя теперь я понимаю, что надо было бы, наверное, взять красный, потому что, может быть, он не был бы таким марким. Ну ладно, я потом, наверное, все-таки зафактурю его и здесь, какие-нибудь ретро-наклеечки куплю. Ну, посмотрим, я пока не знаю. Возвращаясь к планированию, рассказываю, как оно было и как оно будет. На самом деле ничего радикально не поменялось. Все, что было, я отработала свою схему, я ее не изменяю, потому что она реально работает. Если вы находите то, что для вас работает, не надо придумывать колесо заново. Пользуйтесь тем, что у вас есть, даже если она какая-то не особо красивая, не особо интересная, для других кажется, а для вас работает, то бросайте это дело. Вот мой метод, как распланировать множество деятельностей, которые направлены в разные стороны. У меня просто есть список, с которым я всегда там, ну, когда составляю список на, ну, to-do list на месяц, на день, я постоянно сюда обращаюсь, а все ли я сделала, все ли я запланировала там, на неделю, на день, всего ли я коснулась, ничего ли я не забыла.
Это очень сильно помогает. Все ваши деятельности, если у вас их много, записывать на отдельный листочек. Вот, кстати, я хотела начинать с сентября. Ничего не получилось, потому что мне хотелось уже начинать здесь планировать. И, как видите, вот у меня здесь 1,5 недели. Как только я купила, прям на следующий день я даже не сняла распаковку, потому что мне так хотелось прям потрогать, понюхать это все и начать сразу планировать. Поэтому вот у меня неделя с 24 по 1. Ну, в общем, тут больше недели. Дальше моя классическая неделя. Как было, так и осталось. Единственное нововведение — это Habit Tracker именно в таком состоянии, потому что я как раз в то время начала читать про маленькие шажки. Я забыла. Сила накопительного эффекта. Накопительный эффект, точнее, о котором недавно делала обзор. И там как раз-таки говорилось о том, что красные кружочки, вы начинаете их делать, бесконечный поток. Ну, короче, вы входите в поток, если у вас их много, не прерываетесь. Ну, короче, мне понравилась эта идея, и это на самом деле лучше работает, чем вот такой вот линейный. Ну, лично для меня, не знаю почему. Вот, и я, в общем, начала так тречить, и мне так поудобнее. Ну, тут классический туду-лист. Библиотеку я приклеила и тут, и там, потому что она сейчас вот так вот работает. Немножечко по-разному, чтобы я не приперлась в неурочный час, я себе вынесла, чтобы оно вот у меня было под рукой, как бы, чтобы мне не надо было искать каждый раз. У меня где-то фотографии есть с этим расписанием, но я вот так вот себе выписала. Здесь классический мой, как это называется, календарь. Вот, здесь, видите, я уже немножечко по-другому все укомплектовала, тут добавила просто то, что я хочу отслеживать. Все-таки нужно какие-то вещи отслеживать, это важно. Плюс вы же знаете, я повернутая на отслеживание времени, поэтому я перенесла это все сюда. Раньше у меня было на 2 страницы, вот так вот, ну, как бы большой такой блок. Сейчас я все совместила, что-то мне не захотелось, мне понравилось вот так вот по 2 часа. У меня просто... Раньше у меня как бы 2 клеточки, это был 1 час, сейчас 2 часа, ничего радикально не поменялось, все на 1 лист вместилось удобно. Здесь контент-план так и остался, бедный мой рисовальный канал немножечко заброшен, да и симошный тоже немножечко провисает. Вот когда видишь всю эту картину вместе, как-то становится грустно. Но я работаю над тем, чтобы восстановить это все дело. Были некоторые сложности, с которыми я уже справилась практически. Так. Дальше неделя, так же, как она и была. Вот у меня неделя, получается, на 2 страницы. То есть здесь у меня туду-лист на эту неделю. Дальше у меня, кто не знает, я учусь в американском вузе, и из-за этого у меня неделя начинается с четверга. Мне так удобнее казалось. Ну, как бы у меня учебная неделя начинается с четверга, поэтому я тоже планирую с четверга. Поэтому все классические органайзеры и всякие планировщики мне вообще не подходят из-за этого. В общем, вот у меня четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Все, вот моя неделя заканчивается. Ничего такого вообще сверх. Свои дела, кстати, я отмечаю галочкой то, что я сделала, стрелочкой то, что я переношу на следующий день, то есть следующий или через день, но, в общем, в ближайшее время я это сделаю. То, что у меня зачеркнуто крестиком, то я вообще не буду делать, либо я передумала, либо уже потеряла актуальность, или еще что-то. И как бы вот эти 3, галочка, стрелочка или крестик я использую, больше ничего. То есть, как видите, у меня никаких числовых кодов, никаких цветовых, ничего, просто вот черная ручка и больше ничего. В этом есть какой-то особый кайф, если честно. Вот, правда, я иногда здесь пользуюсь замазкой. Вот тут у меня, кстати, много, у меня периодически что-то меняется. Я как бы не стесняюсь этого. Ну, бывает на самом деле. Вот, следующий месяц, точнее, у меня уже запланирован. Здесь точно так же. Здесь у меня уже тоже немножечко расписан план на следующий месяц. И то же самое. Абсолютно то же самое. Единственное, что у меня тут не хватило места для одного трекера времени на последнюю неделю, потому что 5 недель в этом месяце. Такой длинный, получается, месяц. И я обычно захватываю, ну, типа, если 4 дня этого месяца, то я пишу в этом месяце. Видите, тут до 3 числа. Дальше будет уже следующий месяц. Я его пока, конечно, не распланировала, не расчертила, потому что, на самом деле, достаточно долго. Но, получается, я вот один... раз сижу где-то 1,5 часа, вот это все расчерчиваю, все там планы строю в основном, но я заранее обычно расчерчиваю, вот. И потом все, и потом я просто каждый день пишу, и на этом все. Вот мой простой ежедневник, вообще без каких-либо уживок, без каких-то лишнего декора, еще чего-то. Ну, что-то мне не нравится. Раньше я как-то любила это дело, сейчас я вообще
Мне не нравится на это тратить время. Зачем заставлять себя делать то, что тебе не нравится, если можно заниматься тем, что тебе нравится. Поэтому я купила себе черный Moleskine в мягкой обложке и теперь наслаждаюсь жизнью. А, еще я, кстати, себе заказала такие, знаете, кружочки, которые можно вот здесь отмечать. То есть, видите, у меня здесь всего одна такая закладочка, потому что я ее потом уберу. Я не хочу, чтобы ничего торчало, поэтому я себе заказала такие кругляшки, которые, в общем, можно будет наклеить, и они будут тут видны. Но они еще не дошли. Что-то посылки из Китая стали как-то катастрофически долго идти. Они нас разбаловали до пандемии, это все было недели 2, они такие хлоп, и пришли уже. А тут прям уже больше месяца печатка. Теперь это точно все. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.